Приветик, дорогие друзья! Ну что, наконец-то я могу сказать ту самую сакральную фразу, которую так давно жду. Это наш первый влог с LAN-турнира. И я прекрасно понимаю, что сейчас все киберспортивное комьюнити активно обсуждает и продолжает переживать нашумевший мейджор, который забрали Натус Винсера. Но для нас этот турнир значим и важен, так как это первый LAN для Na'Vi Junior. К моему большому сожалению, пройдет он без зрителей. Все мы прекрасно понимаем в силу каких обстоятельств. Но трансляции обещают быть интересными. Именно поэтому сегодня мы приехали на медиа-день Квиплей. Наших ребят немного пофотографируют, снимут какой-то интересный контент. Ну, а мы, в свою очередь, покажем вам бэкстейдж всего происходящего. Ну и обсудим с игроками, какой же у них настрой перед турниром. С вас лайк, подписка и комментарий. Также не забывайте колокольчик. Ну, а мы погнали встречать игроков. Ну а пока мы ждем игроков, они где-то должны уже подъезжать скоро. Я предлагаю зайти и посмотреть, что же для нас приготовили Vplay. Погнали. Буквально только что команда NAP уже отснялась, они перешли уже в лаунж-зону, а сейчас фотографируются ребята из команды BIG, наша любимая Академия BIG, с которой мы встречались уже не один раз на отборочных к финалам. Я думаю, что судьба нас ведет еще раз и в финал. My mama got too much Chanel, but I just bought them more. Get to the crib to my pops, and when we dine, it's mission to stars. Привет, как ваши дела? Как настроение? Чего так долго? Хорошо. Такой красивый эфир, здравствуй. Привет, Марк. Здорово. Давай, это же, блин. Как вы добрались, нормально? Здорово. Как настроение перед медиа? Вроде нормально. Я вижу, что замерзла, да? Я чуть-чуть замерзла, пока мы вас ждали, да, самую малость, немного замерзла. Да, сколько? Не надо. Или пойдем внутрь? Да, идемте внутрь, вас сейчас ведут на грим, мы вас гримируем. Не, можно мне капель? Не, красиво. Ты и так красива, безусловно, да. Никто не спорит, что она самая красивая Джуна. Кто у нас первый пойдет? У нас просто Ункер и так красивый, его можно не гримировать, да. Я так понимаю, у нас все красивые, поэтому, скорее всего, на грим сяду я, очевидно. Так, что у нас по планам? Сейчас мы гримируемся, потом мы идем снимать красивое видео для нашей команды. После этого фотографируемся для реплея, ну и, конечно, заснимаем для них интервью. И все это будет в нашем блоге, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Мы тут обсуждаем с Женей, как ему поменять свой внешний вид, какой ему имидж сделать новый. Поэтому пишите в комментариях, что ему стоит изменить для того, чтобы стать более ярким. Они хотят сделать из меня фрика. Мы предлагаем просто покрасить волосы, может быть, какой-то темный, темно-синий, или вот Женя говорит, может быть, в розовый. Как у Родиона. Как у Родиона. Какая в целом атмосфера на буткемпе сейчас? Офигенно, очень круто. Ну, я бы сказал, наверное, это лучший буткемп за все развития. Да. А когда вы уже приступили к тренировкам? До приезда на БК, либо после? До приезда. За 2 недели до буткемпа. А какой у вас сейчас график? Вы уже на буткемпе чуть больше недели. Какой у вас сейчас график на буткемпе? Мы просыпаемся, разбираем что-то с Амираном, играем праки, перерыв, играем праки и потом индивидуально. Ну, по твоим личным ощущениям, вы больше сейчас? Ну, конечно, да. Больше, чем онлайн. А сколько примерно часов в день? На скидку? Я не знаю. В среднем. Ну, у меня было за 2 недели, получается, 80-90 часов дома, а тут 120 где-то вот так. Каково тебе играть в флейме? С Егором я давно еще играл. Ну, не в команде, а мы вместе и так далее. Очень давно. И поэтому я только рад. Он опытный игрок, который передает, так сказать, нам некоторые знания. Как в целом ты, как ингейм-лидер, оцениваешь, ну, не знаю, настроение игроков перед ланом? Волнуются, не волнуются? Обсуждаете ли вы это? Атмосфера хорошая. Надо просто собрать раму в некоторых моментах, и все будет окей. Мы никого не боимся, будем показывать свою игру. У нас хорошая атмосфера, прям 10 из 10. Ну, а Женя только что говорил, что это, наверное, пожалуй, лучший буткемп за все время. Да, у меня тоже. Прям все хорошо. Да.
Нет никакого тильта, вы заряжены, замотивированы. Просто еще маг периодически хаваем, видите? Я набрал 10 килограмм. Я уже 100 За килограмм. полдня? 100 килограмм. 100 килограмм. Приехал 88. Без мата вообще тяжело. Вроде было 6 Ты хорошо выглядишь. Не, я нормально. Вроде просто было надо будет У домой. него было 6 кубиков, осталось 2. Остался один. Остальные у меня, если что, не переживайте. Остался один сплошной. Ты с Джеймсом, я видел сторис. Ты не ходила в зал, ты только фотки делала. Нет, я один день пропустила, а Джим Бэнкс пришел и такой, типа, ай, я не пришла. Мы просто ходим в разное время. Он ходит в 9 утра, я ходила в 10:30. Представьте, что вы стоите впятером по центру капитан. И Родион такой вот. Комбинаты будет очень сильно. Не, ребят, давайте кто-то другой символ. Короче, у нас была для вас типа, маленькая заготовка, некоторые типа, придумывают сразу, некоторые. Что мы придумали? Вы, значит, капитан, ты стоишь, да? Ты стоишь по центру. Тут по 2 человека по бокам, значит, это самое, пацаны твои рвутся в бой, а ты их, типа, придерживаешь. Блочек крипов. Блочишь крипов. Есть. О, пацаны, короче, покажите, как это будет. Блочишь крипов. Давайте вот с двумя. Давайте вот эту позу прорепетируем с вами, примерно. Да, чуть в стоечку. Придерживаешь пацанов. Пацаны такие, чё, ну туда, под пизда. Да, типа того. Все изи. Кто бы мог подумать, что самое сложное в сегодняшнем дне будет придумать какое-то одно общее движение для команды. Флэми, как тебе вообще вся эта движуха? Меня так накрасили, что Самое интересное, что официальная фотка на сайте говорит, не показывай. у меня там на фотке все лицо блестело. Короче, в чем история? Когда мы снимали Нави Спортскэмп, было вот как раз мы снимали для ребят их интервьюшки, мы сами их красили. И понятное дело, что вышло Фигово очень. нормально, ну Да не так фигово, все у меня не так все всё- лицо в тоналке было, там 2 или 3 слоя было. Так. Но мы с Родионом... в Ладно, ахере хорошо, были. мы накрасили их плохо, извините, пожалуйста, за это. Но тем не менее, у вас сегодня уникальная возможность, если перекраситься, нормально сделать хорошие фотки. Тем более, Виплей приготовила для вас очень крутой подарок, там прям красивая сцена. That money clip us now, the new now looks like. Whoa, upgrade her diamonds, now her girlfriends are like. Whoa, 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 whoa. I hit record it, drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Итак, мы уже отрепетировали, что мы будем делать во время съемки. Не репетировали? Мы не отрепетировали, что мы будем делать, но мы обсудили, что мы будем красиво разворачиваться, снимать капюшоны, типа мы рождаемся и все дела. Сейчас, пока беги еще снимаются, мы поднимаемся наверх, в зону кейтеринга, может быть, что-нибудь выпьем, перекусим с ребятами, ну и заодно, может, поболтаем. Как бы вот, мы зашли, взяли то, что нам необходимо, и идем дальше, дабы никого не смущать. Я уже научилась наших операторов делать такие штуки, поэтому сейчас буду. Neighborhood on the scene, neighborhood on the strip, neighborhood be the name. Пожалуйста, побольше игроков, потому что я мало фотографировала сегодня. Ей! У-ху! Я надеюсь, у ребят не будет такое довольное лицо после первых официальных матчей с нами. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rose. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's rose. Got no pay, on no say. Okay. Каково тебе снова приехать на LAN-турнир после такого длительного периода онлайна в CSGO? Ну, наверное, прикольно, не знаю. Ну, чувствуешь какое-то там трепетное волнение, может быть, Да ожидание? нет, это ж, такой лан юниорский. Но тем Нет, не менее. не чувствую. Да, нормально всё. Ну, прикольно быть на лане, буткемпе, там, то, чего давно не было. Как давно ты вообще прилетел в Киев? Дней 10 назад, Угу. Ты живешь на буткемпе вместе с игроками. да. Как тебе атмосфера вместе с ребятами? Как тебе вообще команда наша? Ну, прикольно. Молодые ребята просто. Угу. Чуть-чуть другая, не знаю, атмосфера, ну, возраст другой просто. Там мой был возраст, тут чуть помоложе. Ну, Вспоминается детство. вот у меня тоже такое чувство каждый раз, когда приезжаю на медиа к Джуна. Чувствую свое детство. Да. С кем из жуниоров ты общался еще раньше, до Академлиги? Ну, я, можно сказать, совсем... Ну, так, чтоб общался с Родионом, мы играли, там он играл за нас заменой Угу. пару лет назад. С Ильей пару раз общался, ну, с Даней тоже. С Женей мы играли тоже давно еще очень. Угу. В принципе, с Амираном я хорошо общался всегда, поэтому Понятно. свои ребята все. Как так вообще получилось, что ты стал частью команды Нави Junior на этой лиге? Ну, я точно не помню, но помню, что мне написал Амиран, что
не хочу ли я поиграть просто типа пока ну, без команды, без всего, чтобы форму какую-то восстановить там или набрать. Я согласился, вот так и вышло. Ну, очевидно, что основной состав Нави и Нави Junior играют на разном уровне, и пока что сравнивать эти две команды еще очень рано, но все же, какие кардинальные отличия ты успел заметить? Может быть, атмосфера в команде, тренировочный процесс? Ну, если брать так различия, ну, не знаю, наверное, тут немного другая атмосфера, потому что, ну, если брать основу, там атмосфера заточена под результат, именно, ну, высокие требования и так далее. Тут все ребята молодые, они все там, не знаю, это их чуть ли не первые команды, и для них это как, ну, не знаю, типа добрая такая атмосфера, никто там никогда ничего не скажет лишнего и так далее. Чисто такая дружеская атмосфера, не знаю, именно с точки зрения атмосферы. Насколько сильно отличаются тренировки команды Нави от Нави Junior? Не в плане там стратегии или тактики, а в плане, может быть, длительности, структуры? Ну, я думаю, тут сейчас в таком мире во всем практически у всех одинаковый график, и тут точно такой же график, как и... А где-то еще и более даже жесткий, чем в обычном составе. Даже так? Дольше даже, да. Но если у нас там обычно было 5 праков и час там обсуждений, то тут бывает час обсуждений и 6 праков. Ну, да, обычно 6 праков мы вообще никогда не играли. Как тебе в целом Амиран как тренер? Что можешь сказать о нем? Ну, как тренер, это у него очень хорошие идеи. Он сильный тренер с достаточно таким своим, ну, определенным видением. Думаю, что ну, Нави Junior повезло, что у них есть такой тренер, как Амиран, потому что у него и большой опыт, и игра в 1.6, и, ну, не знаю, в принципе, все навыки для хорошего тренера имеются, и я думаю, что, ну, Амиран — это хороший, сильный тренер. Чем конкретно Ами отличается от Блейда? Может быть, подход к тренировкам? Ну, если брать именно игру, наверное, у Андрея чуть более она структурирована и заточена под, ну, такие, типа, если брать тактики вместе с фри-плей, не знаю, как сказать, а у Амирана чуть больше свободы, потому что это юниорский состав, тут нужно, ну, как бы обучать молодых игроков, чтобы они могли чувствовать свободу на карте и чуть больше сами понимали, что происходит, а не, ну, там, заточенный какой-то раунд играть, условно. Ну и, конечно же, я тебя не могу не спросить о нашумевшем недавнем событии, о мажоре. Сработали у тебя пикемы на этом мажоре? И как в целом ты оцениваешь уровень? Ну, я еще там за несколько недель до мажора был уверен, ну, что Нави выиграют. Я всегда там ставил на 3-0, на победу и так далее, потому что, ну, объективно смотреть сейчас нет даже, наверное, команды, которая, ну, близко приближается к уровню, поэтому это классно. Все мои бывшие друзья, там, тиммейты выиграли, и там то, чего, условно, мне не удалось, они уже сделали, и это здорово. Ну, это говорит только о том, что у тебя еще все впереди. Будем так говорить. My rucksack, I'ma put you in it. We gon' stick together until we diminish. Go to university, hoping I'ma finish. But Mary J had me higher than the ceiling. Now I'm colder than Chicago, getting green that avocado. They took away my brother, now I'm acting desperado. Popping out them. And action! И бэм! Чу-чу-чу-чу-чу. Ребят, как в целом впечатление от первого медведя? В двух Все словах. было круто, крутой опыт. Я думаю, нам пригодится в будущем. Ну, устали чуть-чуть? Чуть-чуть, да. Фир, все нормально? Все отлично. Все хорошо. Come for vlog. По польsku. No dlaczego? Mogę rozmawiać w języku polskim. Możesz. Не так смешно говорят между собой. No tak. Ну что, наш медведень подошел к концу, поэтому прямо сейчас мы уже будем выдвигаться на буткемп. Ребята тренируются, у нас остался буквально один день до нашей первой официальной игры. И мы с вами увидимся уже Через 2 дня на буткемпе. Пять убил? Еще потом понадобится. Каску закрыть. Рукав. Я отбиваю Б. Еще один А, еще один А. Он на окне за дефолтом, можно быть.
Ну что, друзья, на часах 15:25 мы приехали на буткемп, потому что сегодня у нас первая официальная игра в рамках Академлиги. Парни тренируются, доигрывают праг, и мы начинаем собираться и выезжать на арену. В целом, хотелось бы узнать какие-то предикты перед сегодняшней игрой. Как думаешь, насколько будет сложно нам сегодня? Ну, Мауза хорошо катает, они сейчас топ-39 в мире. Не фаворит этого матча, но у нас есть все шансы, если мы будем все на пике, все будем хорошо друг друга слышать, понимать, общаться. Я думаю, у нас все получится, и мы выиграем. Ты сказала, не фаворит этого матча? Букмекеры так думают, по крайней мере. Мы так не думаем. Мы так А не кто думаем. фаворит? Кто фаворит этого турнира? Очевидно. Очевидно? Конечно. Ну что, ребят, паспорту, сколько у нас ключей? Мы выезжаем на буткемп. Ой, мы выезжаем на арену. Сейчас за нами приедет трансфер. Поэтому спокойно. She might fix, and I all up in her mix. She be mixing with the red, she the plug, she finesse, she the one they call the god. She don't stress, she don't trip, but she fuck with all my bros. So if Я потихонечку начинаю волноваться. Мы ждем, когда мы сможем зайти наверняка в лаунж-зону, где мы будем ожидать, пока беги, наверное, проиграют Мираж. Здесь небольшой магазинчик, здесь есть, кстати, наш мерч, скажем, такой даже исторический, тот, который уже, наверное, не выпускается, здесь он есть. Саша. Привет. Что за парень? Ноль реакции. Что, ты готов покорять Академию? Порвите там, я вас верю. Вы красавчики, вы лучшие. Так что давайте, твой мальчик. А он, Кире, удачи. Почему так волнительно? Ребята уже застапились, и сейчас уже будут выходить на сцену. У них буквально будет минут 15-20, чтобы разыграться, и уже будет стартовать первая официальная игра. К сожалению, она начинается немножко раньше, из-за того, что NLP и без шансов выиграли Академию Бейджи. Ну что, ребята, вы видели все сами. Эншен закончился не самым хорошим образом для нас. Хоть это и был наш пик. Впереди у нас Инферно. Я надеюсь, что эта карта пойдет у нас немного лучше. Вы знаете, какой у вас был средний пульс на протяжении всей игры? 125 плюс. Это большой? Ну, у ребят с противоположной стороны был 95, 100. У Илюхи в клатче моментах был 150, ну, пистолетка туда-сюда. Да не, я вообще не чувствую, что у меня 150. Ну, может быть, конкретно передается, но, к сожалению. Парни, главное не терпите. Это первая карта. Это первая игра. Мало сильный соперник. Все нормально, пацаны, чил. Все будет хорошо. Ставьте лайки. Yeah. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. People wanna talk that talk in reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight. You ain't behind the scenes. Trust me, these things don't just happen. No shade to Gerald, but G's don't come easy when you tryna eat out producing and rapping. I read that contract you sent me to sign, but excuse me, I can't help myself. I'm just laughing. Hey, you tryna cut out a piece of my pie, and I asked you politely, what's it that you offer me? Yeah, I produce all my own beats, and I have no intention of losing my publisher. Yeah, independent individual, boy, I've been eating off passive residuals. Yeah.
get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. Stack and put it back in it. Yo, look, I ain't saying that I'm rich, cause if I'm honest, I've never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better than. Even veterans ain't got the knowledge I do. I've been reinvesting all I ever spent. Stop pretending like you poppin'. Who been out here making profit? Thank you for the game. Thank you. Hey bro, GG. Really well played, bro. Really well played. GG. Yo, без проблем. 2, 3 в 3, 3 в 2, 2 в 3, размененный экшен. Вторая половина. Форс вот это, с дигла типа просто. Мы часто с Питом Б ходим. Неприятный момент. Я не заняты, ну короче. Ну как в целом по настроению? Готовы завтра к бегам? Первый лайн, Ну что, ребят, на этом, наверное, первый наш влог подходит к концу. Ребята будут собираться ехать на БК, наверное, немножечко отдохнут, разберут сегодняшние игры. И уже завтра мы встречаемся с командой BG. Когда вы смотрите этот влог, скорее всего, игра будет уже стартовать, поэтому залетайте на трансляцию, поддерживайте наших пацанов. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.